Всем привет, это будет новая часть ошибок, дефис советов по игре, каких-то тоже небольших лайфхаков и так далее. Вот. Чтобы сделать вашу прокачку более правильной, более комфортной, быстрой, может быть, сделать вашу войну, то есть как-то удобнее и так далее. Вот, первая ошибка. Это я запишу, как вскрывать ящики на статуи, да, то есть у нас все время идут какие-то ивенты, и за них нам дают какие-то ящички. Вот, например, вот такие красненькие бывают такие премиальненькие, бывают фиолетовые, вот. И их всех можно вскрывать, и большинство игроков их вскрывает для получения статуй, что ошибка, потому что эти ящики, они сами по себе намного ценнее, чем одна золотая статуя. Здесь мы можем получить материал для ВВС, например, что окажется очень необходимо, когда вот вы достигнете порога примерно там 150 миллионов силы, начнете качать воздух, и вы поймете, что у вас не хватает запчастей для ВВС, поэтому это вам будет нужно, или же ключи вам будут нужны, а может быть кому-то нужны значки городского вклада и так далее. Я советую придерживаться такого, что эти ящички всякие, их можно вскрывать тогда, когда у вас есть какая-то конкретная необходимость в получении вот какого-то небольшого количества каких-то вот этих вот элементов, да, то есть у вас там не хватает там 2 запчасти, вы взяли таких 20 сундуков, вскрыли, сделали 2 запчасти для ВВС, или вам там, не хватает 15 статуй, вы взяли, вскрыли, получили 15 статуй, если вы как бы понимаете, что там, колесо фортуны не скоро и так далее, также с ключами, то есть когда вы просто такие... вот уже вот докачал себе современный механик, а он там 75 уровня. Вы взяли, вскрыли сундуки на ключи, получили ключи, докачали. Вот. То есть имеет смысл это все откладывать и скрывать по необходимости, потому что как бы вы будете тратить рационально предметы, а не просто бездумно вскрывать на статую. Вот. Так. Вторая ошибка. Это не качать VIP-уровень. То есть VIP 16 хотя бы он должен быть обязательно, потому что на 16-м VIP мы получаем один чертеж уровня золота. Вот. И 3 статуи. То есть это очень большой буст. Это как бы, за год плюс 1,5 офицера полностью бесплатно. Это хорошо. И плюс ящик с чертежом уровня золота. Их в игре покупать везде очень дорого, и это все равно полный рандом, что нам с него выпадет. И как бы, вот он единственный способ зарабатывать, получать эти ящики по одной штуке в день, без много-много, сколько вам нужно, и так далее. Вот. Третья ошибка, которую я часто вижу у людей, это когда они берут и в музее покупают себе какой-нибудь фон. Вот тема профиля командира вот называется. Вот они покупают такие, у меня там есть 2000 там и так далее. Это же все скины, какая разница? Скины на базу стоят по 4000, это уже надо копить там и так далее. Эти скины, это просто скин, который вам ничего не даст. И если у вас не донатный аккаунт, то есть если вы фри-то-плей игрок, и если у вас есть этот скин, то все теперь знают, что вы, долбоеб. Потому что тратить 2000 этих жетончиков, это бесполезное, самое бесполезное вложение, это покупать эти темы профиля. То есть мы обязательно копим на какой-то скин отсюда и забираем этот скин. 4000, на самом деле, сейчас ивентов очень много, где дают эти билеты музея. Плюс у нас есть ивент, который каждый месяц, по-моему, проходит, в котором тоже вам дают билеты музея. И так далее. Мест стало, где их можно получить, очень много, и это легко. То есть, да, придется там покопить, полгодика, да, но вы накопите и купите себе скин. Какой-то, какой вам нужен. На арту из всех этих скинов для артоводов можно посоветовать только 2 скина. Вот, это пушка Омега, любой цвет. Интенсивность урона артиллерии, огневая мощь. И воин Омега. Интенсивность урона артиллерии. Для танков тут большой выбор. Выбираем все, что... огневая мощь плюс огневая мощь танков и вертолетов. Вот их тут много, они там все имеют одинаковые параметры. Вот, после того, как вы купили себе скин, на что копить дальше? Дальше после скина мы копим на ограниченные предложения. Вот, например, сейчас есть на самолет.
я самолетом играю, и это как раз у нас на немецкий истребитель. И это очень полезно. Если мы посмотрим здесь, мы получаем плюс 7% к огневой мощи. А если мы зайдем сюда в коллекции, тут увидим, что при получении этого скина мы получаем еще 4% огневой мощи. Итого за этот набор мы получаем 11 ОМ на истребитель. И еще интенсивность урона базы и войск плюс 1%. Что хорошо. Но я сейчас коплю, опять же, не на это предложение, к сожалению, хотя оно очень вкусное и так далее. Тут вот есть еще эффекты, которые нам тоже дают бонус интенсивность урона гарнизона и сопротивление урону базы. Это все очень полезно, но я буду копить на какой-то комплект, в котором будут присутствовать у нас эффекты базы. Вот такие вот именно на раскрытие базы, на взрыв базы и на когда вы сворачиваете базу. Вот. Ну, то есть какой-то комплект. Вот в прошлый раз там было частица X, вот эти 3 штуки, и мне надо вот это, поэтому оно стоит примерно там что-то в районе 4000 купончиков, вот этих билетиков, я буду копить, ну, точнее, я уже накопил, буду ждать, пока оно откроется. В общем, ни в коем случае не покупать себе темы, вот эти темы профиля командира, это, ну, это просто бесполезный слив билетиков. Так, 4-я ошибка. Это больше для прям новичков. Надо обратите внимание на такую постройку, как база ПВО. Вот в нашей базе открываем информацию, и мы видим, что на 30 уровне нам дается плюс 1 квадрат, на 31 плюс 2 и на 32 плюс 3 квадрата. Что это за квадраты? Объясняю. Условно у нас есть СХ. Он стреляет только вот через одну клетку может стрелять. То есть он дальше не выстрелит. То есть вот на эту, ну то есть вот мы вот сейчас сюда встанем, и вот он через одну клетку может стрелять. Это его дальность. Когда мы прокачаем базу до 32 уровня, это значит, что из базы наш танчик сможет стрелять на 5 клеток. То есть когда вашу базу атакуют, вы сможете стрелять вот во весь вот этот вот... Ну, не этот радиус. Да, или этот. Нет, это маленький. Ну, короче... Вы сможете стрелять на все 5 клеток. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Вот до сюда будет достреливать ваша СХ. Это именно делает база ПВО. Вот. То есть на 30 уровне вы сможете стрелять. То есть по умолчанию у вас радиус вот он, по 2 клеточки, да? Потом на 31 вы сможете стрелять на 3-ю клетку уже. Ну и потом на 4-ю и на 5-ю. Вот. Это очень важно прокачивать вообще всем, поэтому обязательно не забываем. 5-я ошибка, это тоже касается новичков, это трата универсальных статуй на таких офицеров 1-го тира, такие типа сержант Спанер, машина войны, или Перси, или кровавая Мэри, волчица. Вот эти офицеры, они качаются бесплатно, то есть на них надо тратить статуи. Это также касается и зимнего охотника или ведьмачки здесь. То есть их всех можно прокачать, не тратя универсальные статуи. И, соответственно, вот, вам это делать не надо, это того не стоит абсолютно. То есть эти все статуи нам выпадают за миссии, да, то есть, например, там Перси, Спанер, там Мэри, волчица, вот. Машина войны покупается в магазине Альянса, статуи на него, вот они. Вот они вот тут вот. Вот они, это все, да, тоже мы скупаем, изучаем машину войны на начальном этапе игры. Это все надо делать. Ну и зимнего охотника я не могу советовать для прокачки. То есть имеет смысл взять вот этот навык или навык на сопротивление урона. Просто вот их прокачать и куда-то воткнуть там себе на танчик и так далее. Пока у вас там не хватает допов, мало офицеров, маленький выбор, это полезно, да. Но полностью его закрывать особо смысла не имеет, он довольно слабый. Ведьмачку имеет смысл закрывать полностью, как бы она на какой-то там на 2-й истребитель или на 1-й истребитель, пока у вас там не хватает офицера, она пойдет хорошо, это защитный офицер, который, ну, неплохо держит, так сказать. Понятно, что по сравнению там с какими-то там топовыми офицерами, там типа там на Гаране, это ведьмачка мусор, но за неимением другого ведьмачка очень хороша. Вот. Так, следующая ошибка — это не иметь, это я уже очень много раз обсуждал, перечислял эту ошибку в настройках аккаунтов, это не иметь всех юнитов. Вот у меня сейчас, например, вот не поставлено, а надо, чтобы было поставлено, вот.
А вот я вот сам, вот видите, сам вот не следую своим правилам иногда. Каждый юнит должен, каждая клеточка должна быть заполнена, и каждый юнит в каждой клеточке должен быть минимум 6 уровня. Вот, например, у меня тут 2 уровень, тут 2 уровень. Вот эти смотрим римские цифры. Вот, что это нам дает? Давайте запомним, что у меня раз, два, три юнита у меня сейчас меньше 6 уровня. Давайте посмотрим на нашу статистику. Заходим сюда, на базу выселения. Экономические исследования у нас 115%. И повышение категории силы отправленного юнита 32%. 115 и 32 запомнили. Теперь мы идем и прокачиваем, чуть-чуть улучшаем юниты, чтобы они были от 6 уровня. Вот. Например, вот так вот все мы детальку поместили, у нас уже 7 уровень, нам достаточно. Но это касается именно юнитов, если вы не играете юнитами, да, то есть у вас там условно есть там 1-2 юнита, вы ими играете, остальные типа мусор, и вы их даже не ставите. Вот. Надо ставить, надо использовать. Так, еще у меня был корабль. Вот его давайте тоже его прокачаем до там 40 уровня. Тоже поставим куда детальку, если имеется. Вот у нас все. Теперь все юниты у нас 6 уровня и выше. Вот. И теперь идем смотрим характеристику. Статистику нашу. Исследование. И у нас 127%. У нас вот повышение категории силы отправленного юнита плюс 44. То есть мы сейчас просто на халяву прибавили себе плюс 12% скорости исследования. Круто, круто, бесплатно, абсолютно, как бы на большой дистанции как раз таки, ну, раньше мы этого не знали, и я год играл об этом, не знал и так далее. Вот сколько ускорений, сколько времени я мог бы сэкономить, просто вот зная об этом и расставляя всегда юниты. Их обучать не обязательно, эти отряды, то есть именно для исследования это не имеет значения. Главное, чтобы он у вас стоял в клетке и был от 6 уровня. Подробную информацию по этому моменту, откуда она берется и так далее, можно посмотреть, зайти на любой юнит, нажать вот сюда на циферку, и мы тут видим уровень 2 скорость производства 2%, и уровень 6, уровень 2 у нас скорость производства, да, вот третий, скорость исследования плюс 2%, и уровень 6 скорость исследования плюс 2%. То есть каждое войско, просто за то, что оно у нас есть и стоит в клетке, добавляет нам плюс 4% скорости исследования. Так, следующее. Следующее это бонус за нацию. Вот, опять же, пример, мой аккаунт, и у меня сейчас поставлено что-то неправильно. Вот, максимальная интенсивность урона базы войск и сопротивление урону базы войск. У меня по 30%. Это не максимум. Можно сделать 31%. Значит, что-то нам надо поменять. Давайте считать войска, что у нас есть. Немецкие, раз, два, 3, 4 немецких, Либерти, раз, два, нету, 3 Либерти. И советские, раз, два, 3, 4, 4. Вот, то есть у нас 4, 4, 3 получается. Нам надо что-то где-то поменять, заменить какое-то войско. Нам надо, например, вот если мы заменим это на Либерти, все равно 30%. Значит, Либерти нам не подходит. Значит, ставим немца. И вот у нас плюс 31%. Сейчас тут вы на экране видите конкретную какую-то надпись. Я сделаю, чтобы было понятно, как за что именно этот процент считается. Мне просто сейчас это из головы вылетело. Чтобы вам конкретно объяснить, будет сложно. Но здесь вы видите всю информацию, из чего считается этот процент и за что он дается. Вот. Ну и, соответственно, надо прокачать до 6 уровня, чтобы получать бонус. Так, следующий совет. Даже если вы играете каким-то вот одним юнитом здесь, одним здесь, одним здесь, или там вот вы сделали себе 3 наземки, и вы такие, ну там условно 2 гаубицы и 1 танчик, и вы такие, все, я буду играть только этим всю игру и так далее, мне больше ничего не надо, и вы просто, у вас появляется какой-то юнит 7.0,
вы его разбираете на прототипы и дальше улучшаете свои юнитики. Вот. Так делать не нужно. В прототипы мы заходим в обратную сборку, и у нас открывается менюшка, где мы можем посмотреть ваши все либо когда-то скрафченные юниты, то есть то, до каких мы дошли в руководстве, да, то есть в руководстве мы можем кликнуть на любой юнит и посмотреть вот тут, до какого уровня вот мы дошли. Вот, например, моя Катюша, вот она, видите, вот она тут вот дошла до уровня 9.0, дальше она не доходила. Вот, и, соответственно, тут по всем юнитам это все можно посмотреть, но в прототипах это все объединено в удобную табличку. Вот, мы тут выбираем звездный уровень, например, 7, 7.1, 7.2, например, 7.2. Смотрим, у меня 7.2 есть 4 немца. Тут у меня вот только гаубица и ракетная, и Катюша, и тут у меня только танчик, авианосец и гаубица. Что нам это дает? Это нам дает то, что в любой момент, там, в C4 мы, например, понимаем, что нам нужен какой-то другой юнит. Например, у противников 0 пехоты, у них только сплошные СХ, и нам резко понадобился флаг, а флага у нас нет, но мы берем там, разбираем, не знаю, что-нибудь немецкое разбираем, получаем прототип и делаем себе флаг. 7.2, сразу его прототипом дальше улучшаем современку, и вот у нас готовый флаг и так далее. Мы подстроились по ситуацию. Или же разработчики, например, взяли и завтра сказали, теперь у нас Катюша дает x500 урона по базам, а не как было раньше x350. И Катюша стала имбой, а у нас ее нет. Но, условно, у нас ее нет, мы стали играть гаубицей. И мы такие, надо вернуть Катюшу. Мы берем просто, разбираем гаубицу и делаем Катюшу. Потому что она у нас уже когда-то была скрафчена, и мы ее можем всегда сделать обратной сборкой. Вот, которую мы получим в C4. Каждый C4 мы получаем 2 обратных сборки бесплатно. Поэтому, даже если вы играете там 2 юнитами, и больше вам ничего не надо и так далее, параллельно открывайте другие юниты, да, то есть докачивайте их хотя бы до уровня 7.1. Лучше 7.2, то есть, да, пусть вы этим не будете играть в процессе, пока оно крафтится, но зато у вас будет открыта новая клеточка, и когда вам будет нужно, вы в любой момент просто перейдете на другой юнит, и это будет просто комфортно, быстро и так далее. Вот. Следующая ошибка. Это тоже касается новичков, опять же, ошибка-совет. Это у нас плац. Это миссии компании, вот. Его надо проходить всегда на максимум, то есть это касается особенно новичков. Максимально старайтесь проходить. Вот улучшили вы юнит, вы попробовали пройти кампанию, то есть даже когда тут будет написано, что там нет шансов, очень сложно, или какие там надписи появляются, это не значит, что пройти нереально. Все реально пройти. Опять же, до какого-то предела, да. Чем вы раньше пройдете кампанию, тем больше бонусов вы будете получать каждый день. Эти монетки они очень важны, потому что за них мы можем покупать ресурсы. Просто понимаете, 340 тысяч, это я могу сейчас выгрузить и просто несколько сотен миллионов ресурсов себе взять. Так же, как с воздухом. Поэтому обязательно максимально быстро всегда проходим кампанию. Морская кампания точно так же. Я, к сожалению, этого тоже не придерживаюсь своего совета, потому что у меня авианосец так себе прокачанный, я просто уже не могу дальше пройти, мне надо еще одного офицера изучать. Но здесь вы также можете получать эти значки, и здесь их вам надо тратить будет на запчасти для ВМС. Вот они где-то тут у нас их можно много покупать, то есть эти-то понятно, каждую неделю мы скупаем. И вот эти тоже я себе покупаю, потому что у меня их мало. Вот, это почему-то для меня очень стала важная деталь, которой у меня все время не хватает. Вот, такие лайфхаки. Но покажу еще, наверное, парочку лайфхаков. Наверное, вы видели, как игроки, когда у них убивают базу, что они очень быстро улетают, и вы не успеваете убить их войска. Потом, попозже, я выложу видосик, как это конкретно происходит на практике. Да? То есть здесь мне просто сейчас некого убивать. И как же они так делают, что сразу прилетают, а у вас, когда вас убивают, у вас эта кнопка переместить базу появляется там через несколько секунд, уже когда все ваши войска убили. Что вы не так делаете? В момент,
когда у вас остается мало хп, или как только вот взрыв базы произошел, сразу же в эту же вот секунду, долю секунды кликаем на значок карты. И как только вы на него кликнете, то есть тут будет немножко другой значок, и вы на него кликаете, и у вас моментально кнопка перемещения появляется на экране, и вы сразу на нее кликаете. Таким способом вы всегда себе сохраните войска. Чем быстрее нажмете, тем больше войск вы сохраните. То есть можно сохранять даже все 5, зависит от того, насколько вы быстро все это сможете нажать. Всем спасибо за просмотр. Подпишитесь на мой каналчик, потому что мне надо развиваться. У нас уже больше 100 человек. Вот, большое спасибо. Очень приятно. Недавно я стал официальным контент-мейкером по этой игре, но теперь мне нужно подождать какой-то там период, и плюс набрать еще подписчиков, набирать больше просмотров, чтобы мне дали аккаунт на тестовом сервере. И тогда я смогу рассказывать вам первым о том, что же у нас, какие обновления нас будут ждать, какие ребалансы и так далее. Вот. Всем спасибо. Всем пока.